Дорогие друзья, здравствуйте! Я рад вас снова приветствовать у себя на канале. За окном у нас будут мелькать виды города. Движемся мы с вами на машине из центра столицы Москвы. Ну а поводом этого сюжета послужила та самая радостная новость. У нас закончился режим самоизоляции, так называемая общая пандемия, которая охватила нашу планету, она подходит к концу, она завершается. Улицы пустые, наконец наполнятся жизнью. Появятся люди, появятся шутки, смех, радость. И, собственно говоря, в этом сюжете хотелось бы просто подытожить то, с чем пришлось столкнуться мне, поделиться с вами. Возможно, я что-то упущу и дополните вы. И хотелось как раз немножечко порассуждать на эту тему под те самые виды, которые нас окружают. То есть мы внезапно столкнулись с этой историей. Ранее она у нас, естественно, не была. Мы не были готовы к этому. Многое нас обошло стороной, разные праздники. Пропустили мы приход фактически весны в город. Ну и также, как она покидала нас, переход на летнее время, ту самую уборку улиц, о которой я очень часто рассказывал в своих сюжетах. Вот переход к летнему сезону. То есть мы не получили в связи с отменой мероприятий, праздников или тематических сезонов, к которым вы привыкли, ряд сюжетов. Также были у нас отменены разные выставки, закрыты парки, не работали фонтаны. И вот возникли такие проблемы в этом году, то есть были вот такие вот пробелы, да, в отсутствии наших сюжетов. Но я надеюсь, что в самое ближайшее время мы восполним эти пробелы, мы сделаем ряд других сюжетов, погуляем по городу, запишем эти виды, ну и восполним нашу уже большую коллекцию новыми очередными прогулками. Что касается режима самоизоляции, я столкнулся с разными проблемами и вопросами, и как раз их хотел огласить. И далее сказать, что все-таки нужно немножечко быть готовыми. У нас любят так, что кому война, кому мать родна, условно, в этой ситуации, да. И я надеюсь, что она не повторится, но тем не менее есть какое-то ощущение, что возможно повтор такой ситуации. Поэтому маски и перчатки как главные атрибуты, как бы нам не хотелось их надевать и носить, как бы мы были сторонниками обратного и говорили о том, что это все не так страшно, как нам преподносят. Вот эти вот важные моменты, они все-таки на уже серьезном уровне были введены, и нас не пускали в общественные места, в городской транспорт. Мы не могли явиться на почтовые, например, отделения или еще куда-то без этих атрибутов. Поэтому я к этой ситуации подошел так. То есть не так давно я купил, слава богу, небольшой комплектик из 5 масок, который планировал, в принципе, применить в хозяйственных каких-то вопросах. И вот благодаря этому моменту он, собственно говоря, мне помог, и я воспользовался этой маской. Перчаток у меня, естественно, не было, и зайдя в один из гипермаркетов, я надел просто на руки пакеты, то есть меня охрана не пустила без соответствующих атрибутов, да. Зашел я туда, обычные ХБшные перчатки по 9 рублей строительные я там надел. В последующем, естественно, пробел это все дело. Ну и вот таким образом для меня эта проблема решилась. То есть я это все дело положил в бардачок, и там, где необходимо было это применять, это применял. Также важный момент – это вопрос детей, потому как они все перешли фактически на удаленную работу, на удаленное обучение. Ну и также мы, родители, тоже находились в режиме удаленной работы. И вот здесь вот должна быть исправная рабочая станция, желательно не одна, потому как очень сложно, когда она одна, делить ее. Вот. Поэтому этому моменту нужно действительно тоже уделить отдельное внимание, особенно если вы работаете с какими-то бумагами, вопросы скана, вопросы принтера,
расходных материалов, бумаги, картриджи. Вот такой стратегический запас все-таки должен быть. Потому как без этого, ну, немножечко сложно. Мне, например, в этом вопросе помог мобильный телефон с большим экраном. То есть ребенок у меня работал фактически по этому мобильному телефону. Он достаточно большой. В ноутбуке у меня, к сожалению, в момент пандемии, в самом начале, вышла из строя камера вместе с модулем микрофона. Поэтому, слава богу, что был телефон, и он спас меня фактически. То есть, поэтому здесь нужно тоже иметь это в виду. И если у вас что-то неисправно, обязательно отремонтируйте, чтобы в дальнейшем не столкнуться с этой проблемой. Естественно, телефон. Желательно, чтобы это был, ну, смартфон с какой-то свободной памятью, потому что приходилось многое пересылать, многое фотографировать, для себя фиксировать там и так далее, ряд документов, поэтому этому тоже нужно уделить особое внимание. И если у вас что-то неисправно, лучше заранее подготовьтесь, и пусть оно у вас будет. Естественно, отмена разных билетов, ранее купленных на выставки, какие-то мероприятия, праздники. Если даже вы собрались куда-то на курорты, то вот с этим пришлось повременить, да, действительно где-то пришлось отказать. Многие отказались, возвратили деньги. И вот здесь вот стоит обращать на это внимание, если у вас в такой период что-то запланировано, то, естественно, нужно как-то отменять всякие дополнительные предметы обучения, какие-то секции и так далее. Вот. Тоже был вопрос с медикаментами. Сначала немножечко он сложный для меня показался. Но потом, когда все стало на заказы из интернета, этот вопрос у меня решился. То есть я заранее купил необходимые лекарства, которые нужны, сразу сделал большой заказ, были скидки, и, собственно говоря, этот вопрос у меня закрылся. Поэтому я точно к зиме сделаю небольшой стратегический запас вот в этой части. Пусть он будет, хуже от этого точно не будет. То же самое с животными. Если у вас какие-то попугайчики, рыбки, какие-то зверьки небольшие, и которым требуется вот корм сухой какой-то, крупы там или еще что-то, зерна какие-то, вот, то желательно, чтобы он был. Потому что вот я столкнулся с той проблемой, что когда все позакрывалось, и даже доставить вот эти условно расходники, да, для животных, да, у меня были некоторые трудности. Потом это все зафункционировало, естественно, я воспользовался доставкой, но с запасом прикупил. Поэтому тут тоже очень важный момент всегда, чтобы дома небольшой запасик был на тот период, когда они восстановят свою либо дистанционную работу, либо просто какой-то рабочий режим. Это важно. По системе пропусков, ну, замечаний практически нет. Работало все четко, штрафы не приходили, я пользовался этой системой исправно. Единственное, чего не хватало, то есть 2 дня в неделю мало, хотелось бы, чтобы было бы больше. Тем более я перемещался по территории своего родного города, не покидая его. То есть, ну, это говорило о том, что действительно мне нужны были какие-то перемещения делать, тем более не нагружать городской транспорт, а пользоваться своим. И вот здесь вот важный момент, конечно же, хотелось бы, чтобы этого было бы побольше. Вот. Также столкнулся с некоторыми трудностями в хозяйственных вопросах. Были у меня и поломки, которые требовалось быстро устранить или восстановить. Но, слава богу, нашел я хозяйственный магазин, который работал, и приобрел все необходимое. Вот видите, это в дополнение как раз к тем поездкам, которые вот намечались. Вот не хотелось перемещаться по улицам, не хотелось как бы вот на себя обращать внимание, но вот получилось так, что не хватало этого момента. Я надеюсь, что с этим что-нибудь придумают. Ну и также вопрос шнуров, блоков питания, карты. Вот
Здесь тоже важный момент, потому как рынки и подобного плана маленькие магазинчики, они были парализованы фактически только вот на доставку. Ну, это, как правило, какое-то время. И если вам это необходимо, лучше, чтобы оно у вас было. Все эти блоки питания, пилоты, переходники, шнуры и так далее. Позаботьтесь об этом. Вот, собственно говоря, я подытожил то, что на первый взгляд меня коснулось в этот режим. Я сделаю для себя какие-то выводы, чтобы в дальнейшем у меня таких проблем не было. Поделился с вами этими моментами для того, чтобы вы тоже на это обратили внимание и привели в порядок то, что вас окружает, то, что есть у вас. Сделали тоже какие-то небольшие запасы. Я надеюсь, что такой ситуации больше не будет, но тем не менее предупрежден, значит вооружен, или наоборот, вооружен, значит предупрежден. Поэтому желаю вам всем крепкого здоровья. Я не прощаюсь с вами до нового сюжета, и пусть у каждого все будет хорошо.